Привет, друзья! Это мое новое видео. И, к сожалению, оно не будет таким, как я его изначально планировала. После последней игры Европейского кубка против команды Франции, моя команда села на карантин. Как вы знаете, как я всегда говорю, тесты на коронавирус мы делаем регулярно. И, к сожалению, то, чего мы опасались весь сезон, с нами случилось. Несколько игроков из моей команды получили положительный тест. А это значит, что мы вынуждены были сесть на карантин для того, чтобы перестать контактировать друг с другом и не заразить всю команду. В течение карантина подтвердилось еще несколько тестов, и несколько игроков из первого состава до сих пор болеют. У меня тест не подтвердился, но где-то я подхватила сильнейший грипп. У меня была очень высокая температура, слабость и вся симптоматика, сопутствующая этому заболеванию. Сидели мы дома практически 10 дней. Я не тренировалась, потому что мое здоровье не позволяло мне поддерживать себя в форме. И вот спустя 10 дней, за 2 дня до выезда в Италию на первую игру финальной серии, я пойду сегодня на свою первую тренировку. Записываю это видео, и, если честно, с таким грустным настроением, потому что ожидания были совершенно иные, настрой был совершенно иной, и как для любого спортсмена оказаться в заточении для меня также это было тяжелейшей пыткой. И для всей моей команды, поверьте, сидеть дома, не иметь возможности тренироваться, не иметь возможность готовиться, при этом болеть, чувствовать себя плохо, просто невыносимо. И все это в совокупности дает такое нехорошее настроение и нехорошее ощущение. Но мы люди профессионалы, с характером, с большой силой воли и желанием, и сделаем все возможное для того, чтобы эта финальная часть для нас, для моей команды, для наших болельщиков, для нашего руководства, для вас, мои зрители, закончилась максимально положительно, в удовольствие. И мы очень постараемся подарить вам свое настроение и показать, что в любой ситуации сдаваться не нужно. Беру вас с собой в это интересное путешествие. Собираем с вами чемодан в Италию, готовимся к первому выезду и будем стремиться к победе вместе. В этот раз я решила вам показать, как же выглядит моя сумка в разложенном виде. Что же берут спортсмены с собой на выезд. И у меня это все очень просто, но, мне кажется, интересно. Кроссовки игровые. У нас будет 2 тренировки. Первая – это опробование, основная вечерняя, поэтому беру майку для нее. И утренняя в игровой день для утренней тренировки. Третья майка, в которой я буду ходить. 2 тренировочных штанишек. Игровая форма, мы ее берем все 3 комплекта разных цветов, белая, классическая и черная. Игровые шорты, игровая кофта, в которой мы разминаемся, наколенники, тапочки для душа, косметичка, топы, носки. В этом я завтра поеду. У нас командный выезд, поэтому опять командная полностью, командные цвета. Массажер, без которого я не могу жить, это моя палочка-выручалочка. Косметички, парфюм, наколенники, тейп, ножницы для тейпа. И сейчас вот это все добро перекочует ко мне в чемодан. Вуаля! Все лежит уже на своих местах. Так это видится в собранном виде. Сумка Федора уже тоже собрана. У него там свой фэн-шуй. Я туда не лезу. Мы готовы к завтрашнему выезду. У нас сейчас 6 утра. С командой мы выезжаем в 6:30. Еще не расцвело, нет солнышка. Наш зал находится в темноте, еще темно. Команда вся собирается. Садимся в автобус и поедем в аэропорт. Федечка, доброе утро. Доброе утро. Тебя еще ни разу не засняла в этом видео. Там бывает. Не расстраивайся. Are you ready for final? You play once in a year
final. Once in a year. Браво, Нелюш. Хоча, hot something to eat for breakfast. Why you're so amazing, huh? In the morning. I'm a mom. Yalırım. Ha? Yes. Var. Sude yok. Patatesli. Sude no. Yes yok. Normal açma, dereot. Evet, 2 bile yiyebilirsiniz. Bak, çok teşekkür ederiz ya. Yes. Ay ay ay. 6 o'clock. Are you ready? Yes canım. New day. And new win. No canım. Bye bye. Have a good flight. You got me down again. Bye. Опять бизнес-класс. Блин, а у меня 15 F. У меня опять бизнес-класс. Пойдем, не расстраивайся. Иди. VIP моей, персона моей жизни. Не бери. Hadi enjoy Gizi. Wait, first I have to eat and after I will leave. Don't be ashamed. No. Be relaxed. Your wife is here. Турецкий завтрак. Омлет, сырок, оливки и огурчик с помидорчиком. What do you eat in Russia? Usually we eat the same, but our traditional we eat porridge. Porridge, kasha. Yes. This is so Yes, good. a We lot love of it. kind of we have. Yes. For example, when I was young, we eat only porridge. It's like healthy food. Yes, Yes. it's like Eggs, vegetables. But when I was young in my family, because we don't have a time during the days being home, and my family prepared to eat in the breakfast Yes, totally, strong generally, one. Yes. strong, you know. We eat like in the lunch. Yeah, but it's also in Turkey they say like breakfast is the most important time to eat. You Time know? to eat. But now, in this age, I don't want to eat a lot. The breakfast, I don't. Russian people are usually eating so much dessert also in breakfast. Dessert, really? Yes. I don't know Did you where you remember? meet What do you this. think? I don't know where you meet these Russian people. When I was in Switzerland, these Russian girls only eat dessert in breakfast. Porridge and with this cheese and jam. Do you like? No, I don't never eat dessert in the morning. You are Usually, the special one, I think. I'm special one. It's true. You wanna ask something? I will take also Nilay. Yes, Nilay. Where is Atlas? She said like, you know, you can eat your breakfast, I will record them. Atlas at home, he just woke up, everything's fine. He knows now, Mama will go, but Mama will come. Mama will go to the final. This is important. Mama not just live. Yes. Mama go to the final. Клуб организовал для нас отдельный самолет, поэтому мы летим своей целой большой командой в своем личном самолете. Я вам не говорила, видео это начала снимать за 2 дня до отъезда сегодняшнего. И у меня как раз было 2 дня после болезни для того, чтобы начать тренироваться спустя 10 дней моего прогула, так называемого. К сожалению, болела не только я, но еще несколько девчонок. Олеся и Дарья, наша вторая либера, не полетели с нами, потому что все еще у них, к сожалению, позитивный тест на корону. Вся команда вынуждена была сидеть на карантине, но я, сидя дома, естественно, переживала,
настроение было не очень хорошее, потому что ожидание от финала, так столько стремлений, столько сил было отдано для того, чтобы попасть в эту финальную часть и сыграть эти матчи на самом высшем уровне. И тут такая ситуация, когда ты сидишь дома, теряешь форму, болеешь, у тебя симптомы, температура, плохо себя чувствуешь. Но, вернувшись в команду, да, я не могу сказать, что сразу все получается, сразу тело откликается. Естественно, тяжело, естественно, трудно. Но настроение, с которым тебя встречает твой клуб, твоя команда, твои девчонки, заряжают и наполняют. И сейчас нет никаких сомнений того, что да, у нас есть трудности, но я уверена, что мы с ним легко справимся и будем показывать все, что лучшее есть у нас. Мы поехали в самолет, нас немножко задержали. Ну, не немножко, на 2 часа рейс задержали. Мы успели уже и поспать в аэропорту, отдохнуть, потому что встали рано. Но зато весь автобус наш, самолет наш. Gizi, all bus for you, huh? No, of course. Also, you are lucky. You have to thanks to me, you know? Only for you, everything because of you, huh? Everything about me. In this life. Thank you, Gizi. Bravo, Gizi. I know I'm so funny, huh? I'm so funny. It's not enough to please you. Pretty Caroline, stone cold stunner. Merhaba. Merhaba. Have a good flight. Coach. Федерико, you're in business class. Все нормально, бай-бай. Весь самолет наш. All plane for us, girls. Aloha. Hello. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba canım. Merhaba. Okay, wait. Я хочу сказать, что не знаю, как сложится этот финал, но то, как мы справляемся со всеми трудностями, вызывает у меня только восхищение и поднимает еще больше мою уверенность в том, что нет никаких преград. Преграды только в нашей голове. Что бы ни случилось в этой жизни, улыбайтесь этим обстоятельствам в лицо. Делайте то, что любите, оставайтесь собой. И я желаю вам искренне, чтобы вас окружали такие же очаровательные и ваши люди на одной волне с вами, как меня сейчас. Это по-настоящему настоящая истинная команда. И вот так она должна выглядеть. Всем неприятностям мы скажем «до свидания», а сами идем вперед. Нам хорошего полета. Увидимся в Италии, увидимся в Милане. Дальше садимся на автобус и поедем в Монзу. Account in TikTok for Ataman? No. I'm joking. Not for Ataman style. Мне кажется, еще теплее, чем в Стамбуле здесь, да? Да, сейчас теплее намного. Hello, Yor. Kosha Eva. Hello. Hello, Janan. How many time we going by bus, huh? 1 hour? Less than 1 hour. Ah, super. It's been our pasta, parmigiano, prosciutto, brizola. Wait us. I cannot wait. Less than 1 hour and we meet.
раз живу я одна, потому что, к сожалению, я все еще болею, и чтобы не заразить девочку, которая всегда живет со мной, я буду пока изолирована. Так вот, номер простой, душ, туалет, большая кровать, надеюсь, что удобная, телевизор. Я, собственно, и сейчас посмотрим, что у нас за окном. Ну, симпатично. На самом деле вокруг нас ничего нет. Вот, видите, какой-то, не знаю, склад, завод. Небольшая какая-то промзона. У нас сейчас сразу обед. Смотрите, какая классная стена с мечами. Покажу, чем нас кормят. Рис, курица, чикена. И, я так понимаю, все для салата. Свежие и готовые уже вареные сушеные овощи. Девчонки набирают. А это мой обед. Суп овощной и овощи. Картошка, шпинат, запеченные баклажаны с кабачком. Приятного аппетита! По расписанию у нас сегодня, мы только что покушали, сейчас у нас через несколько минут будет ковид-тест. Надеюсь, что пройдет он менее болезненно, нежели был во Франции. И дальше у нас есть немного свободного времени, где-то часик. Вот мы хотим немножко пройтись, прогуляться, подышать свежим воздухом. После этого у нас собрание, и после собрания уже тренировка. После этого мы возвращаемся, занимаемся восстановлением, думаем о завтрашней предстоящей игре, настраиваемся и отдыхаем. New reality. Allah bu sefer sesleri çevirmiyorlar da. Niluş, are you ready? Of course I'm ready ya. It's gonna be like 5 seconds. Hayır ya. Bir böyle gidiyor ama şurana kadar. Şurana kadar. Okay, no problem. I give birth. Biraz kötü gidiyor. Gördüm. Gerçekten ya. Tansiyonu düşecek artık. Immediately headache, ha? Sürekli stresliyiz ya bu konuda. Ama açık. This for me more stress than game. Did you? No. I'm gonna record you. Thank you. Of course. Молодец, Свет. Молодец, я тобой горжусь. Кашелина, ты готова? Нет. Сколько раз за последнюю неделю ты сдала? Это 8-й. За неделю? За 10 дней. За 10. За 10 дней 8-й раз. Ya da benim çıkın testte ağzıma sokun, ağzımdan salya çıktı. Burnuma sokun da şey olmuyor. Öksürüm burnundan sümük çıktı. Öyle Oh, thank you so much. Ну-ка, Танюшка, скажи, что ты о них думаешь? Я думаю, Италия очень хорошая страна. I say it, Italy very beautiful country. I see so deep. When Tanya opened the camera, you always go far from. But when the camera is offline, you come and hug me and kiss me. Tanya, I will think about this, Jana. Tanya, you have to think because when you open this camera, he changed. Yes, he escaped. Yes, he's afraid maybe, but I'm not. Maybe he's not I'm ready not the for. strange one. He's you know? not ready for this Gizli story, but. But I'm not the strange one, you know. We are all together. Hadi enjoy test. Canım, bye. Bye. You're safe. Proud of you. I believe in you.
Hello, Беренчик. Иски, драма? Драма? This is not drama. Relax. Usually set medium, play medium. Okay. Massage Gülden. Okay, we are ready for practice. Итак, наш зал на сегодня. Сейчас у нас будет опробование. Тренер уже опробует. I want to see Why you how do- Jihan running. How Jihan running? Why you don't play it, Aman? What is possible? Just one step. He doesn't move. It's been years. The first time we see him makes more than two steps. If we play tomorrow bet, I will put in YouTube this game. Gözlerim kanadı yeter. I say if you tomorrow play bet, I will put in my YouTube this video, this game. Altın numaraları. What do you think about this gym, Canım? I don't think. You don't? I can't think. I can't find my brain. Haydi Sude. Bye bye, Суде. Молодые девчонки. У нас уже наступил новый день. Вчера я так сильно устала, что после тренировки мы вернулись в гостиницу, покушали, и я практически сразу уснула. И не успела поделиться с вами важными новостями. Как я вам говорила, после прилета в Италию мы практически сразу сдаем тест на коронавирус. И, к сожалению, у одного из наших игроков, а именно у Селин, это наш первый темп, он оказался положительным. Селин болела в Стамбуле, она была на карантине, у нее была вся сопутствующая симптоматика этой болезни, но она уже в конце чувствовала себя хорошо. Было сделано несколько тестов, которые были отрицательными, в связи с чем было принято решение, что она летит вместе с нами в Италию. В Италии ситуация поменялась, и, к нашему большому сожалению, пока мы находимся в неизвестности, вчера было сделано 2 экспресс-теста, которые показали положительный результат, и 1 более глубокий анализ, результат которого мы ждем уже сейчас, в новом дне. От этого будет зависеть, будет она принимать участие в сегодняшнем матче или нет. Вчера она с нами уже тренироваться не могла. Исходя из этого, мы еще больше ослабились, потому что замены, к сожалению, для нее у нас нет. Если что, у нас будет принимать участие в игре молодая девочка, которая вынуждена будет биться в этом финале и испытывать наверняка большой стресс. Но, как я уже говорила, мы остаемся на позитивной волне, принимаем всю эту реальность нынешнего дня, нынешних обстоятельств и идем вперед. Расписание наше сегодня такое. Я уже позавтракала, сейчас мы готовимся к собранию. После собрания мы сразу выезжаем на тренировку, проводим
разминку, готовимся, просыпаемся, возвращаемся в гостиницу, обедаем. У нас будет несколько часов отдыха, после чего уже полная боевая готовность и будем выезжать на игру. Буду держать вас в курсе и надеюсь, что что-то хорошее у нас сегодня сделать получится. У Селин подтвердился положительный тест, и сейчас мы поехали на тренировку, и нас оставили на улице всех для того, чтобы мы сдали тест. Мы не знали об этом, кто-то в шортах, кто-то вот я без куртки, девчонки тоже. Я жду своей очереди. Сказали первые идти сдавать тест перед тренировкой. Мы понимаем и итальянскую сторону, и сами все находимся в шоке. Не знаю, самый непредсказуемый финал, самые непредсказуемые игры, наверное, в нашей жизни. Ну, это действительно финал. Могли бы что-то и придумать или перенести что-нибудь. Может быть и так, да, могли бы что-то придумать. Сезон уже заканчивается, времени не так много, все команды, все лиги, итальянская, турецкая, неважно, российская, уже скоро близится к завершению, поэтому, не знаю, времени, наверное, откладывать нет, поэтому в таких условиях приходится работать. У нас тут целый детективный сериал получается. Тесты мы сделать не смогли, потому что нам не смогли организовать комнату для того, чтобы мы не стояли на улице и не мерзли. Ситуация возникла спонтанно, и как ее решить, никто не знает. Поэтому наши тренеры на улице общаются с руководством итальянского клуба. А мы ждем в автобусе сейчас. Сейчас мы заезжаем на автобусе и подъезжаем ближе к двери, чтобы не стоять на улице. Okay, Kosha, do you want to explain the situation? I can record if you want. No, I already explained in Russian. You can say something in English. But this is so funny, Kosha, because they put us inside all with the bus. It's we already wait 15 minutes outside, and now, bravo, bravo Italians. We come inside with bus. Yes. Yes, I think yes. In bus they can do test. Tell this girl to wear some jacket, you know. Now we are more closer to the gym, kızlar. Yes. Now. Step by step, huh? Step by step. Yes. Now our gym here. Very good. Yes. Such a nice, lovely day today. What time we have practice today? This is my big question. It's already 5 minutes past. Maybe we can do stretching outside, yes? Let's go to the sea. Let's go to the sea. All together. No, impossible because sun dangerous for us. Kosha, you don't know this one. No, sun takes all energy. Yes. So, don't take this. No, don't stay outside with under the sun because. But Gizi, behind you, this Wi-Fi, you're like princess. Huh? You are not a queen. I'm not a queen Anymore. anymore. Окей. Все, мы пошли сдавать тесты. Наконец-то система вроде как налажена. И по одной девочке из автобуса выходит и идут сдавать тест. Сначала, are you finished? Very bad, very bad. Very bad. Çok kötüydü canım. Спокойствие, главное спокойствие. Все, мы можем идти на тренировку наконец-то. Тесты все, видимо, негативные. Этот момент настал. Я стою перед вами, смотрю на себя в зеркало. Все последнее время, все последние дни мысли были направлены на этот финал. Очень хотелось скорее выйти из карантина, выздороветь, не растерять форму, в которой ты находишься, для которой ты работаешь, и обстоятельства погружают тебя не в трудности.
Когда вышли из карантина, у нас было всего 3 дня, это 3 тренировки. Хотелось поддержать себя, свою команду, девчонок, чтобы, несмотря ни на что, мы не растеряли свой дух. И я думаю, что у нас это получилось. Самое важное — оставаться собой. Самое важное — получать удовольствие от того, что ты делаешь. Потому что этот момент никогда не повторится. Этот финал никогда не повторится. Как бы он ни сложился для нас, важно быть самим собой. Важно испытывать эти яркие эмоции здесь и сейчас. Я очень рада, что этот момент для меня наступает. И я очень рада, что могу поделиться этим с вами. И я очень рада, что пришло время, наконец это ожидание закончилось, все эти сомнения в голове, которые ты вольно или невольно прокручиваешь, они заканчиваются, и когда ты вступаешь на площадку, происходит этот выплеск. Вот я обожаю этот момент, этого выплеска, когда адреналин попадает тебе в кровь, и все твое плохое самочувствие, все твои мысли улетучиваются, и ты находишься именно в этой точке, именно в этом моменте. И я пойду сейчас его испытывать. Увидимся после. И надеюсь, что буду также улыбаться. И скажу вам что-то хорошее. But we come in the same room to say something. Okay, with my lovely team, Aide, you start. Okay, maybe today we lost, but this is the good things in the volleyball. So you can lose, you can win, but it's everything going, it's not stop. And also we have one more game. That's the good thing also. Yes. Because if we win today or lose, doesn't matter, because everything happened after second game. So we try to enjoy today, we try to do our best. Okay, sometimes not enough, sometimes enough, but we saw that we can win everything. Okay, now our situation, our motivation, maybe because of also some player not with us, also in last 15 days we don't do practice, but still when we are in the court, this emotion it's coming. Doesn't matter sometimes, Mm-hmm. That's why I believe still my team, and after end of the finish everything, there is always hope, and there is always chance to win and chance to do anything. So I'm not sad because of today, because okay, we lost, but yes, you can never know. We know how they play, we know how we can be better. So after second game, when we go to the court, we will try to do it again our best, we will enjoy, and after we will see. That's what we can do. This is the volleyball life. This is a message for all of you, for example, young players who play volleyball. We try to explain, enjoy. Because this moment never repeat again. Never. And final. This is final, Yes. girls. This is final. These final games, maybe in your life or in 1 year, one maybe 2 times you can play. Yes. So doesn't matter. Also, if we lose or if we win, always we will take some. How can I say? We will learn. And next time, when we play against final, next time we will not do the same mistakes. This is for young players so important.
feeling, better feeling. And for all our fans, we wanna say we feel your support. Yes, Oh, always. you don't with us now, but we feel it. We have a lot of messages. We have a lot of really good voices from our social media. Always, Yes. always. And Jim Bom Bom Galatasaray, we love you. We love you, Jim Bom Bom. Hadi. See you. See you in Istanbul, Jim Bom Bom.